Здравствуйте, друзья! Я, Жилин Сергей, ознакомился с комментариями, которые вы оставили под видео на канале Станислава Андреева, и пришел к выводу, что мне необходимо предоставить вам дополнительную информацию по этому происшествию, дабы снять ненужные споры и совершенно неверные комментарии о виновнике ДТП. Первое. Я выражаю благодарность Станиславу Андрееву за его помощь в ознакомлении с моим видео обращением к руководству силовых структур. Без его помощи это видео не посмотрели бы уже 20 тысяч зрителей. Спасибо вам, Станислав. Второе. Я также благодарю всех тех неравнодушных людей, кто посмотрел данное видео, поставил лайк, возможно, отправил своим друзьям. Всем тем, кто написал свое мнение в комментариях. Спасибо вам. Третье. Данное видео не является развлекательным контентом. Здесь приведена реальная ситуация, которая произошла со мной и моей супругой. Я прошу прощения у тех, кто уснул при его просмотре. Надеюсь, что вы, по крайней мере, отдохнули. Четвертое. Я физически просто не мог уместить в 10 или 20-минутный ролик все, что произошло. В ролике описываются действия сотрудников МВД, приводятся доказательства поступков экипажа ДПС номер 1, экипажа ДПС номер 2, поступки сотрудников ФСБ Бочина, следователя военно-следственного управления по Краснодарскому краю Туаеву Руслана Алексеевича, запрос материалов по сотрудникам Абинского подразделения ДПС, которые занимаются регистрационными действиями с транспортными средствами. Пятое. Я порезал свое видео обращение, и кусок о том, что водитель Гаспарян Алита Мушеговна не была признана виновной, я вынужденно убрал. Также я вынужденно убрал кусок из видео, где говорится о том, что сотрудники ДПС, затянув рассмотрение по данному ДТП без должных на то оснований, вывели из-под административной ответственности сотрудников ФСБ по Краснодарскому краю Бочина Станислава Владимировича. С юридической точки зрения он за ДТП не понес административного наказания. Шестое. Данное видеообращение было записано и направлено руководству ФСБ, МВД, прокуратуры, Следственного комитета. По получению ответов из данных структур я обязательно опубликую их ответы. Страна должна знать своих героев. Седьмое. Я искренне верю, что виновные сотрудники понесут заслуженное наказание. Да, мне одному будет не под силу это. Но если меня поддержит общество, люди, то, безусловно, мы с вами более не увидим таких сотрудников на дорогах нашей страны, не увидим таких руководителей, которые их покрывают. Глядишь, нам станет и дышать легче. Ставьте лайки, пишите комментарии, знакомьте с этой ситуацией своих родных, близких, друзей. Итак, я публикую документы, которые не вошли в видеообращение, но которые помогут зрителям быть немного более подкованными в тонкостях правил дорожного движения. Итак, вот это постановление в отношении Гаспарян Алиты Мушеговны. Значит, прошу вас обратить внимание, вынесено оно 15 февраля 2019 года. Это спустя без одного дня, 5 месяцев, как происходило расследование этого дорожно-транспортного происшествия. Итак, здесь указано, что произошло, как это произошло и так далее. И по результатам административного расследования установлено, что причиной ДТП послужили действия водителя Бочина. Указываются пункты и так далее. Постановил производство по делу об административном правонарушении в отношении Гаспарян Алиты Мушеговны прекратить. Следующее постановление это в отношении Бочина. Значит, также оно вынесено 15 февраля 2019 года, спустя 5 месяцев после ДТП. Здесь указывается, что в отношении гражданина Бочина было вынесено определение о возбуждении административного правонарушения. В ходе расследования было установлено по результатам административного расследования, что причиной ДТП послужили действия водителя Бочина СВ, которым было нарушено требование пункта 1.3 ПДД, требования дорожного знака 5.15.1, приложение 1 к ПДД. И
также красивый момент. Читаю. Поскольку диспозиция статьи 12.24 КоАП подразумевает нарушение лицом правил дорожного движения, в результате которого пострадавшим причинен легкий или средний вред тяжести здоровью, в данном случае данные обстоятельства установлены не были. Травмы причинены в результате собственных действий. Дело об административном правонарушении в отношении гражданина Бочина СВ по статье 12.24 КоАП подлежит прекращению на основании пункта 2 части 1 статьи 24.5 КоАП, то есть в связи с отсутствием состава административного правонарушения. В действиях Бочина усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.16 КоАП РФ. И постановил производство по делу об административном правонарушении в отношении Бочина Станислава Владимировича прекратить в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения. Определение о внесении изменений в определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении. Вынесено оно 15 февраля 2019 года капитаном полиции Коноваловым. Что здесь интересного? При вынесении определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении от 15.02.2019 года в отношении гражданина Бочина Станислава Владимировича на основании пункта 6 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ в связи с истечением сроков давности привлечения к административной ответственности, запятая. В постановительной части допущена описка, а именно возбуждение дела в административном правонарушении в отношении гражданина Бочина Станислава Владимировича в связи с отсутствием состава административного правонарушения на основании пункта 6 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности. Указанная описка подлежит устранению путем вынесения настоящего определения. Определил. Внести в определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении исправление. В резолютивной части определения фразу «в связи с отсутствием состава административного правонарушения» исключить, заменив словом «отказать». И вот определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении. Вот инспектор группы по исполнению административного законодательства Коновалов Денис Владимирович, рассмотрев материалы дела об дорожно-транспортном происшествии, имевшем место 16 октября 2018 года напротив дома 120/7 по улице Минская, в отношении гражданина Бочина Станислава Владимировича установил. Здесь идет описание, кто как что двигался, куда что как делал и так далее. Из объяснения водителя Гаспарян следует, что она управляла автомобилем «Лада», двигалась по улице Минская со стороны Каляева в сторону Харьковская. При повороте налево в сторону супермаркета «Окей» водители транспортных средств, движущихся со встречного направления, два ряда, ее пропустили. Продолжив движение на третьей полосе, предназначенной для поворота направо, для водителей, движущихся со встречного направления, произошло столкновение с автомобилем Toyota Corolla, госномер Е007, УЕ 93 регион, под управлением водителя Бочина СВ. Далее. Из объяснения Бочина следует, что 16.10.2018 года он управлял автомобилем Toyota, двигаясь по улице Минская со стороны Харьковска в сторону Каляева в крайнем правом ряду по дороге, где имеется 3 полосы со скоростью 50 км в час. Собирался выполнить маневр поворота направо в полосе, предназначенной для данного маневра. Непосредственно перед перекрестком, заметив приближающийся автомобиль слева, который осуществил поворот налево,
со встречного направления принял меры к экстренному торможению. Избежать столкновения не удалось. Виновным в ДТП считает водителя автомобиля «Лада», которая нарушила требования пункта 13.12 ПДД РФ. Анализ видеозаписи ДТП показал, что место столкновения транспортных средств, указанное гражданином Бочиным СВ в схеме ДТП, не соответствует обстоятельствам дела. Также имеется несоответствие с показаниями Бочина СВ, согласно которых последний намеревался осуществить поворот направо. Видеозаписью зафиксирована прямолинейная траектория движения автомобиля Toyota в сторону Каляева. Правый сигнал указателя поворота на автомобиле включен не был. И вот здесь идет разбор, согласно каких пунктов. Вы можете почитать и посмотреть. Вот, это очень важно, что не нужно вводить других, скажем так, зрителей в заблуждение, что это обоюдное ДТП и так далее. Итак, вот важные моменты, которые я хочу вам также еще и зачитать, и чтобы многие из вас, кто писал о том, что там обоюдка или виновный водитель Гаспарян, перечитайте, пожалуйста, правила дорожного движения, и ошибочные мнения не нужно писать в интернет, потому что вы путаете других людей и несете совершенно не ту информацию, которая соответствует правилам дорожного движения. Согласно пункту 8.8 ПДД РФ, при повороте налево или развороте вне перекрестка водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам и трамваю попутного направления. В силу пункта 1.2 ПДД РФ уступить дорогу, то есть не создавать помех, означает, что участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость. Преимуществом, в скобках приоритетом, признается право на первоочередное движение в намеченном направлении по отношению к другим участникам движения. Как установлено, транспортное средство Toyota под управлением водителя Бочина СВ двигался со встречного направления прямо в нарушение требований дорожного знака 5.15.1 приложение 1 к ПДД РФ. Пунктом 1.3 ПДД установлено, что участники дорожного движения обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним требования правил, сигналов светофоров, знаков и разметки, а также выполнять распоряжения регулировщиков, действующих в пределах предоставленных им прав и регулирующих дорожное движение установленными сигналами. То обстоятельство, что водитель транспортного средства Toyota госномер Е007 УЕ93 регион Бочин СВ двигался в нарушение требования дорожного знака 5.15.1 приложение 1 к ПДД РФ, подтверждается показаниями водителя Гаспарян, схемой дорожно-транспортного происшествия, фотоматериалами, а также видеозаписями происшествия. В дорожной ситуации водитель транспортного средства Toyota госномер 007 УЕ Бочин СВ, двигавшийся с нарушением требований дорожного знака 5.15.1 приложение 1 к ПДД РФ, не имел преимущественного права движения, а у водителя автомобиля «Лада» госномер Н980НА 123 регион Гаспарян АМ при повороте налево на прилегающую территорию отсутствовала обязанность уступить дорогу движущемуся во встречном направлении транспортному средству под управлением водителя Бочина. Это очень важный момент. Итак, признали, что Бочин виновен, и решили возбуждение дела об административном правонарушении в отношении гражданина Бочина Станислава Владимировича в связи с отсутствием состава административного правонарушения, на основании пункта 6 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.
Друзья, я еще раз благодарю Станислава Андреева. Спасибо всем за вашу поддержку и комментарии. Берегите себя, своих близких, родных. С вами был Жилин Сергей. Пока.